Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня приглашаю вас на мастер-класс по вязанию вот таких замечательных туфелек. Чем хороша эта модель, она мне очень нравится, тем, что она зрительно очень сильно уменьшает ножку. Если у вас большой размер, то эта модель точно для вас. Друзья, если вы смотрите это видео, еще не подписавшись на канал, то сделайте это прямо сейчас. На канале огромное количество мастер-классов различных моделей обуви. Нажмите на кнопочку подписаться, нажмите на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео, которые будут выходить на канале. Ну а я желаю вам ровных и красивых петелек. Давайте приступим к вязанию таких красивых, замечательных туфелек. Итак, что нам нужно? Пряжу я взяла вот такую Melissa Perlez номер 8. Это тоненькая пряжа, 100% катон. Здесь у нас цвет стоит 805, очень красивый такой бордовый цвет. На 70 грамм 420 метров. Буду вязать в 2 нити. Одну нить возьму сверху, другую из середины мотка. Ну и под такую тонкую пряжу, наверное, я возьму все-таки крючок 2,25. Им будет лучше. Подошва у меня Vita. Это вот такая подошвочка. Я на ней уже вязала. Здесь пробиты отверстия на расстоянии 1 сантиметр друг от друга. Вот здесь центр отмечен подошвы. И я отсчитываю от центра 3 отверстия. Начинаю вязать в 4-е. Вот здесь 4-е, это будет начало у меня ряда обвязки. И здесь у меня будет начинаться потом ряд пятки. Беру 2 нити с середины мотка. Одного мотка вот этого 70 грамм хватит на оба туфелька, то есть на пару. Еще и останется. Обвязку начинаю столбиками без накида по всей окружности подошвы. В каждое отверстие я буду провязывать по 3 столбика без накида. Здесь вот смотрите внимательно. Может быть потом, если нить очень тонкая, может затягивать она изделие, поэтому можете здесь провязать на вот закругление, где у нас пятка закругляется и носок. Здесь через одно отверстие можете провязать по 4 столбика в каждое отверстие, через одно. А дальше по 3. Ну вот сейчас я посмотрю, в принципе по 3 отверстия. Если будет хорошо, значит буду продолжать. Если будет тянуть немножко вовнутрь, то значит перевяжу и провяжу на пятки и на носочки несколько отверстий по 4 столбика без накида. Здесь уже вы смотрите, как у вас получится, на каком расстоянии отверстия. Нить очень тонкая, можно было даже и в 3 нити, но просто на туфельке не хочу сильно плотную делать. Вот так по кругу обвязываем до конца ряда. В конце ряда последнее, вот это первое отверстие, с которого начинали, довязываю недостающие 2 столбика. 1, 2, очень красивый цвет, просто глаз радует вообще. И в первую петлю ряда вот сюда провязываю соединительный столбик. Дальше воздушная петля подъема. И вяжем следующий ряд. Еще один ряд по всей окружности подошвы столбиками без накида. В каждую петельку предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Здесь, я думаю, вы справитесь. Это несложно. И довязываем вот таким образом ряд до конца. Вот сюда приходим. В конце ряда провязываем последний вот тут столбик без накида. В первую петлю ряда соединительный столбик.
воздушная петля подъема. И теперь начинаем вязать пяточку. Вот смотрите, значит, от центра пятки я отступила сюда 3, и между третьей и четвертой я начала вязать. Значит, в эту сторону то же самое. 3 отверстия, и между третьим и четвертым вот это будет петля. Последняя, я в следующую петлю поставлю маркер перед последней, вот за последней петлей. И до маркера буду вязать. Перед маркером вот это будет последняя петля. Теперь вяжем первый ряд пятки. Вязать будем узором, чередованием длинных и коротких петель. Значит, первая у нас вот петля, это воздушная петля подъема. Дальше опускаемся во второй ряд. Первый, второй ряд вниз, то есть вот по нижнему ряду будем идти. Во второй ряд это будет длинный столбик. Обычный столбик без накида, только из петель второго ряда. Теперь из петли первого ряда следующий короткий столбик. Туговато немножко тут вяжу. Вообще-то обувь всегда вяжу потуже. Ну, не так, чтобы можно было проткнуть. Опускаемся снова во второй ряд. Первый. И вот так чередуем до конца ряда, вот до маркера, который мы поставили на той стороне. Один столбик без накида вяжем из петли первого ряда предыдущего, а второй столбик из петли второго ряда. Опускаемся на ряд ниже. И продолжаем вязать до маркера. Из петли первого ряда короткий столбик, обычный. Из петли на ряд ниже со второго ряда длинный столбик. Уже несколько раз я показывала в разных мастер-классах. Если не все понятно, посмотрите еще в других мастер-классах. Отдельно показывала пяточку, как вывязывать этим рисунком. Есть на канале видео. Вот, получается вот такое чередование длинных и коротких столбиков. Первый, второй ряд. Видите? Вот так вяжем до маркера. Это у нас будет конец ряда. Вот доходим до конца ряда, провязываем последний столбик. А теперь у нас вот здесь, то был предпоследний столбик, последний у нас вот здесь, видите, перед маркером получается. Мы маркер сняли и переодели его на эту последнюю петлю. Все, теперь нить протягиваем в начало ряда по пятке вот сюда. Отступаем вперед 3 петельки, 3 петли отсчитываем, 1, 2, 3, и в третью петлю начинаем ряд. Вот таким образом. Сейчас я постараюсь вам показать тут поближе. Начинаем вязать следующий ряд, вяжем точно так узором. Первый вот так просто столбик. И теперь, я думаю, хорошо видно, следующий длинный столбик из петли на ряд ниже. И третья будет короткий столбик. Вот это мы 3 петли добавленных провязали. Дальше мы подходим к первой петле предыдущего ряда. Она у нас была короткая, то есть обычный был столбик. Поэтому теперь мы длинный вяжем над ней, опускаясь на ряд ниже. А следующий у нас вот это вот, видите, тут длинный столбик. Мы вяжем над ним короткий из первого ряда. Дальше между вот двумя длинными, вот сюда, между ними вяжем со второго ряда столбик. Будет длинный. Над каждым длинным должен получиться короткий столбик из первого ряда.
Между длинными длинный столбик. То есть между длинными у нас короткие столбики. Все, и продолжаем чередовать в шахматном порядке. Над короткими столбиками длинный со второго ряда, над длинными короткие с первого ряда. Все, тут уже не запутаемся, потому что видно очень хорошо, где у нас столбики длинные, а где короткие. Поэтому над ними уже по ним будем ориентироваться. Не пропускаем петелек. Тогда у нас будет ровненький красивый узор. И провязываем до конца ряда. В начале ряда мы добавили 3 столбика. Мы отступили 3 петли вперед. Теперь в конце ряда мы сделаем то же самое. Мы добавим 3 столбика. И будем также продолжать потом. В начале каждого ряда добавлять 3 столбика. И в конце каждого ряда добавлять 3 столбика также. Вот, заканчиваем тут ряд. Вяжем по узору до маркера. Здесь у нас короткий столбик, над ним вяжем длинный. Из петель на ряд ниже. Дальше идет длинный столбик, над ним вяжем короткий из петли первого ряда. Дальше у нас короткий столбик, вяжем длинный. Вот так. И остается последний, где у нас на маркере петля. Забираем нить, провязываем обычный столбик короткий. И теперь переставляем петлю вот эту с маркера на крючок. Переставили. Вводим крючок вот сюда, прям под эту петлю вниз. По очереди тут длинный столбик и провязываем 3 петли на крючке вместе. Вот таким образом мы эту петлю забрали. Теперь добавляем 3 петли. По узору вяжем короткий, длинный, короткий. Вот, провязали 3 столбика. Последнюю петлю снова ставим на маркер. И теперь будем повторять этот ряд дальше. То есть начинаем, вот видите, как получилось, в шахматном порядке. Вот так, длинный, короткий в шахматном порядке, друг над другом. Очень ровненько, красиво ложатся. Начинаем ряд, покажу начало ряда, тут все то же самое. 1, 2, 3 столбика отсчитываем, в третий столбик вводим крючок и начинаем вязать по рисунку. Первый просто здесь как воздушная петля подъема, и дальше идет уже длинный столбик по рисунку. Максимально близко покажу, вот просто даже, вот видите, короткий у нас первый получился, как воздушная петля подъема. Дальше опускаемся на ряд ниже, длинный, и третья опять петля добавленная, здесь будет короткий. Все время добавляем 3 петли. Все, а дальше по рисунку идем. Здесь у нас была первая короткая, значит провязываем длинный столбик. Дальше идет длинный столбик, над ним короткий. Над коротким длинный, опускаемся на ряд ниже. Тут очень хорошо видно, куда вводить крючок. Вот смотрите, видите, вот длинный столбик. Вот. Над ним вяжем короткий столбик. И теперь вот здесь длинный. И вот здесь длинная, между ними вот прямо видно даже, куда ввести крючок. Вот здесь во второй ряд от верха мы провязываем длинный столбик, потом снова короткий. Очень легко и понятно, тут просто по рисунку все видно. Прям
узор показывает, куда крючок поставить, потому что в другое место там уже его некуда поставить. Между петлями прям есть отверстие. Все, вяжем дальше, вот точно так. И двигаемся, добавляя в конце ряда, все время переставляем, добавляем 3 петли, переставляем на маркер последнюю петлю и продолжаем вязать следующие ряды таким образом, на высоту, необходимую для нас пятки. Значит, здесь отступаем 3 петли, начинаем вязать по узору, доходим, провязываем последнюю петлю с маркера, добавляем 3 петли, ставим добавочную вот здесь последнюю на маркер, возвращаемся и повторяем то же самое. 3 петли впереди, 3 петли в конце ряда, 3 петли перед рядом, 3 петли в конце. Примерно вот до сюда будем вязать, пока не придем. Опять же, все зависит от размера, сколько у вас получится рядов по пятке. Вот у меня получилось, сейчас будем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14, первый не считаю, 14 рядов у меня получилось в высоту. Если размер больше, ножка здесь маленькая, на 36 размер вяжу, то можно добавить еще 2-3 ряда провязать. То есть вы смотрите по ноге. Дальше мы начинаем вязать уже по переду, а вообще вяжем по кругу, просто круговыми рядами. Вяжем столбики без накида. Уходим от узора, узор уже в нижний ряд не опускаемся, только с верхнего, с первого предыдущего ряда провязываем столбики без накида. Обычные все вяжем из первого ряда. И вяжем эти столбики круговыми рядами на высоту подъема. Вот иногда вы меня спрашиваете, ножка если узкая, то туфельки получаются широкими. Все зависит от того, на какую высоту подъема вы сейчас подниметесь. Потому что вот так мы вяжем по кругу, до угла доходим, вот здесь узор кончается, да, и мы все равно продолжаем вязать столбики без накида обычные из петель предыдущего ряда. Вот так вяжем несколько рядов. Вот, смотрите, я провязала. Значит, вот тут у нас по пятке получилось 14 рядов сделала. И дальше вот здесь по верху круговыми рядами 5 рядов. 5 рядов у меня для подъема. Если ножка совсем худенькая, провяжите 3 круговых ряда. Этого будет достаточно, но тогда поднимите немножко пятку, чтобы она не была низкая. Если у вас ножка широкая, то можете провязать еще дополнительный ряд и тоже поднимите пятку на 1-2 ряда. И тогда у вас будет хорошо, комфортно сидеть эта туфелька на ножке. Поэтому всегда смотрите, зависит от того, какой полноты ножка. Вот эту нить перетягиваю наизнанку, никуда пока ее не прячу, потому что потом вяжу ее вязание. Буду вязать вверх, перед, все. Вот мы закончили, пяточку сделали, высоту подъема здесь сделали по кругу вот так. 5 рядов я провязала, здесь закончился ряд. И теперь начинаем вязать перед. Вот здесь находим центральную петлю, отсчитываем 5 петель вправо, и с 5 петли я начинаю вязать. 5 петля, она у меня просто будет закрепляющая, мы ее не считаем. Вот смотрите, сейчас я просто протягиваю нить, не провязываю ее, и в следующую петлю провязываю столбик без накида. Вот таким образом. Вот это первая петля, первый столбик. Теперь воздушная петля. Пропускаем 2 петли и в третью делаем накид на крючок, в третью столбик с одним накидом, первый, в следующую петлю столбик с одним накидом, второй,
И в следующую петлю столбик с одним накидом третий. Конец вот этой нити мы сюда завязываем. Вот 3 столбика с одним накидом, воздушная петля. Теперь 2 петли пропускаем. Раз, два, в третью столбик без накида. Вот первый ряд переда. Вот таким образом мы провязали столбик без накида, 2, воздушная петля, 2 петли пропустили, 3 столбика с одним накидом, воздушная петля, 2 петли пропустили и столбик без накида. Последнюю вот эту петлю ставим на маркер. Вот переставляем петлю на маркер, нить протягиваем в начало ряда, отступаем вперед 2 петли, 1, 2, и в третью начинаем вязать столбик без накида, воздушная петля, делаем накид. И вот сюда под первую арочку, где у нас был воздушная петля была, провязываем столбик с одним накидом, еще один столбик с одним накидом, и теперь вот здесь вот эти вот над столбиками провязываем, или между столбиками, или над столбиками, как вам будет удобно. Можно вот над столбиками прямо провязать. Это у нас третий столбик, четвертый столбик, и вот под эту арочку, где у нас вторая воздушная петля, еще 2 столбика с одним накидом. То есть всего у нас 6 столбиков с одним накидом во втором ряду. Последний столбик провязываем с петлей, которая у нас была на маркере. Петлю и накид, и потом верхнюю петлю. Воздушная петля, 2 петли пропускаем, в третью столбик без накида. Все, дальше у нас все будет повторяться. Вот видите, вот такой простой рисунок. Вяжем столбики без накида. По краям отступаем 2 петли в начале ряда, в третью начинаем вязать, делаем воздушную петлю, затем под первую арку добавляем 2 столбика без накида. Вы потом смотрите, если будет широкий перед, высоко будет получаться, значит по боковым вот этим аркам добавляйте не 2 столбика без накида, а 1, то есть регулируем. Вот 2 петли пропустили, в третью начинаем. Здесь вы просто можете спокойно регулировать ширину, во-первых, высотой подъема, во-вторых, вот здесь количеством вот этих столбиков. Вот эту нить подтягивайте так, чтобы она ровненько лежала, не стягивала и не провисала. Вот привязались, теперь воздушная петля, делаем накид и под первую арочку провязываем 2 столбика без накида, ой, с одним накидом. Первый столбик, не захватила нить, пропустила вот эту нить, надо ее захватывать. Первый столбик с одним накидом, смотрите, чтобы она не осталась там висеть. Второй столбик с одним накидом. Теперь можно либо над столбиками, либо прямо между столбиками провязывать вот здесь по центру. Третий, четвертый, пятый. Вяжем столбики с одним накидом. Шестой,
7 и 2 столбика под арочку, 8, 9 столбик последний провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Делаем накид, вытягиваем нить и снимаем на крючок петлю. Провязываем эту петлю с накидом и заканчиваем столбик с одним накидом. Воздушная петля, 2 петли пропустили, в третью столбик без накида. Очень просто тоже вяжется перед. Все, дальше вы повторяете, переносим маркер на петлю на эту и продолжаем вязать вперед. 2 петли пропускаем, третью начинаем, под арочку вяжем 2 столбика, либо 1, смотрите, от ширины, потом между каждым столбиком провязываем и в конце последний столбик вместе вот с этим пропускаем 2 петли, не забываем с одного бока и с другого по воздушной петле и вяжем вперед до необходимой высоты. Туфельку можно связать как глубокую, так и нет. Ну вот я провязала, сейчас скажу, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. 10 рядов передом, я считаю, мне достаточно. Это не сильно, в общем-то, глубокий вырез получится, но нормальный. Смотрите, от центральной петли посередине отсчитываю 3 петли и начинаю вывязывать боковую часть. Вяжется аналогично, только здесь мы будем убавлять уже столбики. Вот привязались, провязываем воздушную петлю и дальше вяжем. Вот смотрите, между каждым столбиком я провязываю столбик с одним накидом. Думаю, что здесь даже комментировать не стоит, все очень хорошо видно. Вяжем вот так столбики до боковой части. На боковой части аналогично провязываем, как и ранее мы вязали, одну воздушную петлю, отступаем 2 петли, пропускаем и столбик без накида, переносим последнюю петлю на маркер. Тут ничего не меняется. А вот когда будем возвращать нить и начинать следующий ряд, мы будем подвигаться все время. Все зависит от того, сколько мы сейчас рядов провяжем, какую глубину вы сделаете вот переда, потому что я вот довольно высокий сделала, мне так хочется. Можно сделать не 10 рядов по переду провязать, а, например, 8 или 7 рядов, так, чтобы только пальчики закрылись, и потом начать уже вязать боковые части. Ну вот, мне именно так хочется, поэтому я делаю такой. Доходим до конца ряда. Последний столбик с одним накидом будем провязывать с петлей, которая у нас на маркере. Здесь вот я вяжу по одному, потому что подъем невысокий, и я вяжу по одному столбику, второй не добавляю. А если надо увеличить, довязывайте вот так 2 столбика. Воздушную петлю не забываем, пропускаем 2 петли и провязываем. Я вяжу здесь один столбик, значит, для подъема, чтобы не высоко. Я вяжу в одном ряду 1 столбик, провязываю в другом ряду 2 столбика через 1 ряд. Тогда оно получается не очень широко и хорошо. Теперь начинаем новый ряд. Смотрите. Здесь вот первый вот этот столбик, мы между первым и вторым столбиком привязываемся. Делаем воздушную петлю, накид
И начинаем столбики вязать. Между вторым и третьим будет у нас первый. И продолжаем. Все, ничего не меняется, просто у нас теперь боковая часть идет вот такая. С одной стороны будет скошенный край. Все, вяжем сюда и продолжаем вязать, пока не выйдем на нет. Потом с другой стороны вяжем точно такую же боковую часть. Я думаю, что здесь понятно. Заканчиваем ряд, как обычно. Петлю переносим в начало ряда и повторяем то же самое. С каждым рядом у нас уменьшается количество столбиков. Конец ряда, как обычно, провязываем последний столбик с петлей, которая у нас на маркере. Вяжем воздушную петлю, пропускаем 2 столбика и переносим последнюю петлю на маркер. Две петли пропустили, третью провязали и перенесли на маркер. Все, я думаю, здесь понятно. Эту сторону вяжем дальше таким же образом. И затем такую же параллельно вывязываем вторую сторону. Вот так получилась у меня боковая сторона. Вот идет наскос. И я провязала вот здесь у меня 9 рядов получается отсюда. Все, закончила. Теперь я здесь сейчас провяжу пару соединительных столбиков и нить обрежу. Пока здесь уже больше ничего не надо будет делать. Закрепляем нить, конец нити обрезаем и переходим на другую сторону. Делаем скос боковой передней части. Все, конец нити на изнаночную сторону вытягиваем, потом вяжем ее при обвязке верха. Здесь то же самое, начинаем только вязать уже вот отсюда. Пропускаем 2 петли и с третьей петли вот тут начинаем вязать. Там мы с середины начинали, здесь мы в середине будем заканчивать. Делаем то же самое. Привязываемся, воздушную петлю провязываем, конец нити вот этот не забываем забрать его сюда. Делаем накид и начинаем провязывать столбики с одним накидом. Вот в этом ряду у меня 1 столбик под первую арочку. Дальше между каждым столбиком идет столбик. Три, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Смотрим, сколько у нас 2, 3, 4, 5 остается промежуточных петель посередине. Вот здесь останавливаемся. И у нас получится тоже 9 рядов, потому что 10 петель. Сейчас начнем убирать и провязываем 9 рядов точно так же на уменьшение. Заканчиваем ряд, укорачивая количество столбиков, будет все время уменьшаться. 2 петли пропустили, третью начинаем. Вот тут у нас нить, которая была обрезана по боковой части, мы ее тоже сюда ввязываем. И начинаем вязать все точно так же, столбики с одним накидом. Я стараюсь здесь, чтобы был невысокий подъем, подъем низенький. Надо, чтобы ножку очень хорошо туфелька обтягивала. Сейчас покажу этот первый ряд, как я заканчиваю. И дальше, я думаю, вы уже поймете, будете сами довязывать. Тут уже никаких проблем не будет. Провязываем столбики с одним накидом до маркера. Вот видите, у нас тут остается 3 столбика. 1. И вот здесь второй я провязываю вот так, не до конца, оставляю петлю. Теперь провязываю следующий с петлей на маркере тоже не до конца. То есть мы делаем как бы общую вершину, видите, вот. И теперь 3 петли вместе. Все. Вот пошел наскос. Вот таким образом заканчиваем каждый ряд. Если не поняли, сделайте медленнее скорость и просмотрите. То есть мы провязываем один столбик не до конца, второй столбик не до конца вместе с петлей, которая на маркере, и общая вершина. И продолжаем точно так же провязывать эту боковую часть. Вот что у нас получилось. Вот такая туфелька, похожая на балетку, больше такая получилась. Ну, мне и нужна такая форма, чтобы она очень плотно прилегала к ножке. И, в принципе, здесь нам никакой модели вырисовывать не надо. Сейчас нам нужно сделать обвязку верха. Первый ряд по кругу проходим столбиками без накида, весь ряд. Просто провязываем столбики без накида. Смотрим, чтобы не стянут был вверх. Вот там, где у нас столбики с одним накидом, по их стенке провязываем 2 столбика без накида и над самим столбиком провязываем. В общем, смотрите так, чтобы было не затянуто. Вот так. По кругу вяжем сюда. Закончили ряд. Последний довязываем столбики без накида. И будем сейчас делать ажурную обвязку, такую, ну, узорную, красивую. Соединительный столбик последний. И теперь давайте сделаем красивую обвязку. Значит, 3 воздушные петли. Теперь делаем накид в эту же самую петлю, из которой вот 3 воздушных петли выходит. Столбик с одним накидом, не довязывая, оставляем петлю на крючке. Второй столбик с одним накидом, не довязанный, уже 3 петли на крючке. И еще один третий столбик не довязанный. Вот 4 петли на крючке провязываем вместе. Теперь воздушная петля.
отступаем 2 петли, в третью провязываем столбик без накида. Над этим столбиком теперь 3 воздушные петли. Одна, 2, 3. Делаем накид в эту же петлю. Первый столбик провязываем только накид, второй столбик провязываем только накид и третий столбик провязываем только накид. На крючке у нас снова 4 петли, провязываем их вместе. Общая вершина, воздушная петля, 2 петли пропускаем, в третью столбик без накида. То есть, понимаете, у нас получается 3 воздушных петли заменяют первый столбик с одним накидом, затем еще 3 столбика с одним накидом не довязываем, провязываем только накид, и затем формируем у них общую вершину. Второй столбик накид провязали и третий столбик провязали накид. 4 петли на крючке провязываем вместе и воздушная петля. Вот таким образом провязываем по всей окружности обвязку. Будет смотреться очень красиво. Вот так она должна сесть на ножку. Видите? Если вдруг у вас пяточка будет провисать, не получится вот так, чтобы она ножку облегала хорошо, вяжите верхний ряд резиночку. Вот здесь сейчас будем делать украшения. И начинаем вязать. Ну, такой вот я узор взяла, простой довольно-таки, который легко вяжется. Делаем петлю. Набираем теперь, эту петлю мы считать не будем, 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот этого будет достаточно. В первую петлю закрываем в круг соединительным столбиком. Вот, получилось у нас такое колечко, в которое мы будем провязывать столбики без накида. Воздушная петля подъема и вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, все, этот хвостик можно будет обрезать. 14, в первую петелечку соединительный столбик, и мы закончили первый ряд. 14 столбиков без накида мы провязали вот в этот круг из 8 воздушных петель. Обрезаем этот конец нити. Все, и теперь начинаем вязать цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. В следующую петлю провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. В
В следующую петлю столбик с одним накидом. Провязываем столбик с одним накидом в каждую петлю, то есть 14 столбиков будет вместе вот с цепочкой первой, которую мы начали. Между столбиками 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом, три воздушные петли. Вяжем по кругу вот таким образом. Вот у нас получилось вот такой. Здесь у нас цепочка из 5 была воздушных петель. В 2 петли вверх поднимаемся и провязываем соединительный столбик. Закрыли круг. Это второй ряд. Все, теперь начинаем вывязывать такие лепестки. 1, 2, цепочку вяжем из 11 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Провязали 11 воздушных петель. Теперь смотрите, можно сделать больше, можно меньше. Я посчитала, вот видите, замеряю как, потому что вот здесь будет центр прикреплен, а лепесток, длина лепестка должна до подошвы почти доходить, ну может быть ряд один, не доходя до подошвы, чтобы она полностью закрыла переднюю часть туфельки. Теперь делаем накид, отсчитываем 4 петлю, 4, вот 4 петля, и в 4 петлю провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Теперь делаем накид, и вот под эту цепочку из воздушных петель провязываем столбики с одним накидом. 2, это второй столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 12 столбиков с одним накидом. Провязали. Вот видите, вот такое получилось, как бы перо. Здесь у нас проверяем 12 столбиков должно быть. И дальше смотрите, вот у нас цепочка из 3 воздушных петель. Мы над следующим столбиком прикрепляемся соединительным столбиком. Вот так. Все. Теперь 7 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваем вязание.
от конца вот этого лепестка сверху отсчитываем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот она, 7-я петля. Вот в эту 7-ю петлю столбик с одним накидом. Делаем накид и провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Вот так. Такой треугольничек получился. Видите, теперь воздушная петля, накид, одну петлю пропускаем, столбик с одним накидом в следующую петлю. Еще раз делаем накид, одну петлю пропускаем, во вторую столбик с одним накидом, воздушная петля, одну петлю пропускаем, и вот она, последняя крайняя петля, сюда столбик с одним накидом. Получился у нас вот такой лепесточек. Это изнаночная сторона. Теперь 6 воздушных петель набираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваемся на лицевую сторону. Делаем накид и над следующим вот этим столбиком провязываем столбик с одним накидом. 1. Теперь воздушная петля, накид над следующим столбиком, прямо над столбиком вяжем столбик с одним накидом. 2. Воздушная петля и 3 столбик над следующим столбиком с одним накидом. 3 столбик с одним накидом. Вот такой край получился. Видите, сеточка такая, 2 ряда. Теперь дальше по цепочку из воздушных петель провязываем столбики с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 столбиков. Все время будем провязывать по цепочку 12 столбиков. Теперь над следующим вот здесь столбиком присоединяемся соединительным столбиком. Прямо в вершину этого столбика присоединяемся соединительным столбиком. Все. Дальше наша задача только все повторять. Помните, да, 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Отсчитываем. Делаем накид и отсчитываем от вершины вот отсюда. Вот вершина лепестка из 12 столбиков. 7-ю петлю. В 7-ю петлю столбик с одним накидом.
Теперь воздушная петля. Одну петлю пропускаем, во вторую столбик с одним накидом. Воздушная петля. Одну петлю пропускаем, во вторую столбик с одним накидом. Воздушная петля. Одну петлю пропускаем и в последнюю вот здесь петлю перед сеточкой мы заканчиваем столбиком с одним накидом. Вот видите, как он сдвигается сюда. Теперь 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Разворачиваемся на лицевую сторону. И над каждым столбиком с одним накидом провязываем столбик с одним накидом. Между ними будет воздушная петля. Итак, над первым столбиком вот здесь столбик с одним накидом. Воздушная петля. Одну петлю пропускаем, над следующим, вот прям над следующим столбиком у нас получается второй столбик с одним накидом. Здесь даже петли считать не надо, просто над столбиками провязываем. Воздушная петля, над следующим столбиком последний столбик с одним накидом. Далее по цепочку из вот этих воздушных 7 петель, ну так получается, сюда провязываем 12 столбиков с одним накидом, точно так же, как мы провязывали в прошлый раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Надо вот так убрать, цветочек мешает. 11, 12. Все, провязали 12 столбиков. Присоединяемся соединительным столбиком над следующим вот здесь столбиком с одним накидом в его вершинку. И продолжаем то же самое. Набираем 7 воздушных петель и точно так же провязываем сеточку. Вот видите, сколько таких лепестков мы провяжем, это зависит уже от вашего желания. Смотрим по туфельке. Вот, прикладываем, как мы хотим его расположить. Вот так. Асимметрично, симметрично. Я хочу сюда довязать так, чтобы он был более-менее симметрично по переду расположен. Мне кажется, будет очень красиво. Итак, давайте довязывать и посмотрим, что у нас получится. Вот, смотрите, я провязала вот таких 8 лепестков, не закрывая в круг. Вот их 8 штук. И теперь примеряю. Вот, видите, как хорошо ложится. Вот так я его расположила. Можно провязать 6, он тогда так боком встанет как-то. Ну, в общем, как вам нравится. Вот сюда я вот по центру поставлю пуговки. Подобрала вот такие пуговки. Очень красивые, просто пришиваются крепко. Вообще просто очень удобно. И будет очень даже симпатично. И смотрите сразу, как меньше стало зрительно, меньше кажется прямо эта туфелька на ножке будет. Все пришила, просто вставила эту же самую нить в иглу и просто пришила по всему периметру. Пришила пуговку. Сюда можно вставить резиночку по желанию, если хотите, наверх.
Мне необходимости нет, туфелька очень плотно облегает ножку. Ну и все, наше изделие готово. Дорогие друзья, если мастер-класс вам понравился, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал, нажмите на кнопочку подписаться и на колокольчик. Обязательно напишите свои впечатления в комментариях, если какие-то вопросы есть, комментарии, пожелания. Пишите, пожалуйста, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Ну а я желаю вам ровных и красивых петелек и до новых встреч!